honestly, try honesty. No, just tell me what I want to hear, 'cause it could save us. Let me fly, I've got my hopes, but I can hardly see why I'm still chasing. It's not worth it for me anymore. Crashed and burned 100 times, I'm lost. I just can't let this go. Every last chance I had is gone, but I just can't let you know. I just can't let you know. But I just can't let you know. Байсангур Салтыханов, спортсмен из Российской Федерации, Республика Чечня. Шикарная борьба была в категории на левой руке, на правой руке. К сожалению, ты травмировался в поединке с американцем. Я травмировался месяц назад. Месяц назад. Но ты пошел до конца и привез сюда все равно форму ту, в которой ты находился. Да. Какой бы она ни была, но привез. Я не буду спрашивать тебя о сегодняшней борьбе. Я поздравляю тебя с победой вчера. Спасибо. И хочу тебя спросить, что тебе запомнилось на этом золотом туре? Очень запомнился Олег Петренко. Я думаю, это будущий топ. Это 100%. И еще. Много новых спортсменов увидел. Познакомился со всеми ребятами. Ну что, прям запомнился Олег Петренко.
Олег Петренко отобрался у нас в пул чемпионов в категории топ-8 до 95. Там с ним находится Джон Брезенко, Рустам Бабаев и Кадыргалиан Гарбаев. Здесь присутствовал твой друг Вадим Олейников. Кого из этих спортсменов ты желаешь ему, чтобы он попался первым Вадиму в первом туре? Кто не успеет набрать форму, я думаю, Джон Брезенко. Я думаю, он не успеет набрать форму. Ну, Ты думаешь, мало времени для мало Джона? времени для Джона. И ты думаешь, формы Вадима Олейникова уже достаточно, чтобы... Не уже. Я этого не говорил. Это провокация. Я говорю, что он не успеет. Это моя работа. Я говорю, он не успеет набрать оптимальную форму, чтобы выиграть у Вадима Олейникова, который будет бороться в топ-8, а не сегодняшнего. Байсангур, еще раз поздравляю тебя, спасибо за интервью. И надеюсь, что в следующем году мы обязательно увидим тебя на правой руке в категории до 86 килограммов, если ты захочешь в ней остаться. Или в 95. Все-таки Посмотрим, есть такие планы тоже, да? Да, есть. Посмотрим, как пойдет. Удачи. Спасибо. У нас уже становится хорошей традицией брать у Вадима Олейникова интервью по результатам золотого тура. В этом году ты не первый, как в прошлом, но ты отобрался в топ-8 в категории 95. Скажи, пожалуйста, как это было и какие твои эмоции? Ну, этот год очень сильно отличается от предыдущего. Во-первых, я изменил весовую категорию, это очень мне тяжело удалось. Я там с небольшим недовесом выступал. И по составу участников, я думаю, любой участник этой категории 95 и взять тот год 86, он бы никого не почувствовал. Вот так вот. Ну, я так считаю. Очень тяжело было. Хорошо. Поединок с Олегом Петренко. Он показал тебе его силу? Ты смог почувствовать и раскрыть для себя его потенциал, его мощь? Насколько тебе сложно будет бороться в дальнейшем? Пристрелялся ли ты к нему? Да, именно я это все оценил, увидел. Мне сказать нечего. Он просто реально очень сильный. Он просто сильнее меня. Он молодец. Я прям на самом деле рад за него. И в дальнейшем я вот в абсолютной категории. Я за него болел сегодня. И там мог и настраивал, и руки ему мял. Хорошо, теперь такой вопрос. У нас в топ-8 пул чемпионский. Это Джон Брезенко, Олег Петренко, Рустам Бабаев и Кадыргалиан Гарбаев. С кем ты хочешь побороться из этих ребят в первом туре? Ни с кем. Тебе придется ответить, потому что наши зрители захотят... С Джоном. С Джоном. Почему с Джоном? Потому что он... Потому ты что не, он, ты не потому уважаешь что он не взрослых стартует. людей, Потому что он не стартует. и поэтому тебе будет удобно. Я надеюсь на это. И, по крайней мере, у него сейчас не так уж много времени на подготовку. Ему и скидывать, и форму набирать надо. А ребята уже в сумасшедшей форме. Поэтому хотя бы, моя задача хотя бы изначально это отобраться в чемпионскую четверку попасть. И я на данный момент вижу Джона, мне как более-менее удобного соперника. Отойдем от топ-8 95. Есть ли у тебя открытие на этом турнире? Люди, которых ты запомнил, они бросились тебе в глаза, и их борьба тебе понравилась. Да, это швед, с которым я, кстати, попался в абсолютке. Он мне на левой руке очень понравился. Он как косой там всех косил. Да, И причем он просто малыш. Он такой маленький, я его назвал Кучеряшкой. Ну что, Но это друзья, было у нас очень есть новая круто. звезда из Швеции, это Кучеряшка. Мы будем смотреть, как будет развиваться карьера Кучеряшки. Вадима Олейникова мы благодарим за эти подробные ответы для нашего канала. Вадим, я желаю тебе удачи, хорошей Спасибо подготовки большое. и спасибо за интервью. Илья, скажи, пожалуйста, сегодня правая рука. Кто тебя удивил сегодня? Чья борьба наибольше тебе понравилась, вне зависимости от категории? Вне зависимости от категории понравились Петренко, Олейников, Олейников, Дадикян, Цариев, Лукьянов 105. Честно, очень сильно болел за Дзамбулата. Хотел я, чтобы он выиграл, но чуть-чуть ему не хватило, стал он четвертым на правую. И свыше 105 там столько красивых заруб было. Янковский Александр очень хорошо порадовал меня, но чуть-чуть не хватило ему, чтобы стать третьим, стал он четвертым. Швед, который вчера был вторым, стал третьим.
И литовец, по-моему, Ранкус. Добрался в финал с Димой. Да, вышел в финал с Димой Силаевым. Ну, Дима Силаев вышел в финал, но я бы ему порекомендовал бы сильно не распыляться и оставить силы для абсолютки, чтобы выиграть абсолютку. Категория-то это категория, но она не дает прохода в топ-8. Дима сказал, что он ждет в абсолютке Красимира, ждет Лукьянова. Как ты думаешь, Краси сможет сегодня на правой руке остановить Диму? Я думаю, да. То есть будет борьба? Лукьянов ничего не сделает, потому что он еле-еле выиграл Дзамбулата. Стал он, по-моему, третьим или вышел он в финал. Лукьянов вышел в финал. Вышел в финал Лукьянов. Но там он навозится с Красимиром. Мне кажется, Красимир его уберет в касание, потому что вчера он левый легче боролся, чем своей сильной правой сегодня. Сегодня он каждую встречу со всеми возился, и было ему очень тяжело. Как-то так странно он боролся на правой, если честно. Я думал, будет намного легче. А вот Красимир может Диму Силаева неприятно удивить, как это он сделал вчера. 95-я категория. Будет ли борьба между Олейниковым и Петренко в финале? Потому что Петренко выиграл у Дадикяна по фалам в тяжелой борьбе. Сможет ли Олейников выиграл? Сможет ли Олейников остановиться перед Петренко перед финалом? Я думаю, да. И будет борьба. Хотелось бы, чтобы была борьба. Кто твой фаворит в этой паре? Мне кажется, Петренко сильнее. Потому что в предварительных он выглядел очень уверенно. Осталось немножко, 4 часа, и мы это увидим. Олейников не смог ему навязать свою борьбу. У него осталась кисть. И отведение ушло. И ушло отведение. И Олег его довольно-таки легко забрал. Ну и он сказал, что я не стал рубиться. Ну, посмотрим, как будут они в финале. Будут рубиться или не будут. Будет видно. Супер, спасибо тебе, Илья. Виталик, приветствую тебя на Злотом туре 2019. Ты являешься финалистом топ-8 в этом году. Скажи, пожалуйста, какой настрой в день борьбы ты испытываешь вот сейчас за буквально 5-6 часов до встречи с Ливаном? Знаешь, так скажу, что с каждым разом, с каждым этапом мне все легче и легче переносится. Это даже, как, допустим, взять чемпионаты Европы и мира. Приезжал на первую Европу, на первый мир приезжал. Как-то, знаешь, все было так тяжело, все сложно и как-то, знаешь, мрачно так. Не хотелось бороться и так далее. Потом со временем все прошло. Уже выходил веселый, уверенный за стол, боря свой страх, и было все прекрасно. Значит, приехав на первый этап, когда боролся с Дмитрием, я все вспомнил то же самое, что со мной было в прежние года. И было все так тяжеловато, и сутки ты не ешь, не спишь, переживаешь. Ну, с каждым этапом как-то, знаешь, так все легче и легче. И тем более мой третий этап, я вышел в финал, уже сделал все, что возможно у меня было, я все сделал. И проиграть такому сопернику, достойному, как Ливан, мне не стыдно. Видимо, поэтому у меня хорошее настроение, хорошее самочувствие, хорошо поспал, хорошо выспался, поел без проблем, сейчас еще пойду поем. То есть обычно в день соревнований не ем и не сплю, и не пью, ничего не делаю. Физическая форма, ты оцениваешь ее положительно, потому что я видел, ты испытывал некоторые, будем говорить так, неудобства с правой рукой, то есть у тебя люди, которые занимаются реабилитацией твоей, восстановлением руки. Ничего не беспокоит, все хорошо, ты в хороших кондициях. Значит, на первый этап я приезжал, у меня все болело, все отваливалось, когда с Дмитрием боролся на обезболивающих. На второй этап я с Евгением приехал в полностью в отличной форме. После были небольшие неудобства. Ну, есть маленький фон, там фонит маленько руки, но оно не мешает мне бороться. На борьбу никак не влияет, поэтому я сейчас в хорошем самочувствии, в хорошем состоянии, без травм, так скажем. И на данный момент я считаю свою подготовку самой лучшей, которая была бы у меня за какие-то прошедшие годы. Меня интересует пара, которая будет, если ты смотрел за категорией, 95-я категория, Олейников и Петренко. Они будут бороться в финале. Вот, к сожалению, я пришел уже поздновато, и поздновато я все смотрел. Не видел борьбу предыдущую как бы, получается, предварительную Петренко с Олейниковым. Я видел, когда Олейников боролся с каким-то парнем за выход в финал. С Дадикяном из Армении. Да. Заруба хорошая была. Да, хорошая заруба, да. Олейников, не сказать, что уверенно выиграл, но у него было и преимущество. Скажем так, он в борьбе с преимуществом, соперник получил фол второй и проиграл. Да, но в последнем, получается, поединке было видно, что Олейников дотягивал до подушки. Получается, что спортсмены из Армении этого не делал с Олейниковым. Сейчас получится так, что Петренко и Олейников будут бороться за
первое место, то есть тот, кто займет первое место, попадет в сетку чемпионов топ-8. И ты, так как ты уже был в этой сетке, в топ-8, ты знаешь, каково психологическое давление на спортсменов. Как ты считаешь, важно ли попасть именно в сетку чемпионов? Я скажу так, что я вроде как бы начинал, да, с сетки чемпионов. Но я боролся далеко не с слабым спортсменом. Это был Дмитрий Трубин, который, как вы видели, достойно занял 5 место. И я более чем уверен, если бы он не попал бы на первый этап со мной, он был бы в первой четверке. Это 100%. I smoke too much, I drink too much. I tell myself that I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. That I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. We could see clearly now. Clearly now. Clearly now. We could see clearly now. We could see clearly now. We could see clearly now. I smoke too much, I drink too much. I tell myself that I can't stop. We could see clearly now. 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 Clearly now. Clearly now. We could see clearly now. We could see clearly now. We could see clearly now. That I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now.
следующем году Тим Бреснан сделает выводы над ошибками? Сможет ли он продолжить свою, скажем так, победную поступь в топ-8? Я думаю, да, сделает. Тиму тоже получается, в первой паре не повезло на первом этапе. Он попал на Ливана. Ливан очень сильный соперник, которого просто смял. На втором попал он на Рустама Бабаева, да, удалось его выиграть. А третий этап получился опять с Дмитрием Трубиным, с которым было тяжело бороться. Поэтому в следующий год я не знаю, кто попадет к нам в топ-8, да, в турнир, и кто будет с ним бороться. Это тоже будет от этого много чего зависеть. Виталий, благодарю тебя за комментарии. Желаю тебе сегодня отличной борьбы в финале. Вся Россия за тебя переживает. Я думаю, родной Красноярск прильнет к экранам на Ромбетс ТВ. И скажи что-то нашим зрителям. Я скажу зрителям спасибо за поддержку спортсменов, за то, что вы помогаете им бороться, вдохновляете их. Я думаю, что если бы не зрители, да, которые болели бы за спортсменов, спортсмен бы никуда бы не ездил, не было никакого желания ездить выиграть. Для чего? Для кого, по сути? А ребята, которые смотрят, поддерживают, они вдохновляют спортсменов и помогают им дальше тренироваться и желать выигрыша. Друзья, всем большое спасибо от Виталия Лалитина. Благодарим его за отличное интервью и желаем ему... Я не желаю людям удачи в борьбе, нужно желать победы, поэтому я желаю победы и тебе, и Ливану, а там уже пусть победит сильнейший, и вы выясните, кто же действительно достоин быть первым чемпионом в топ-8 PAL USA. Спасибо.